Всем привет! Сегодня у нас новая рубрика «Ответы на вопросы». Я буду отвечать на вопросы, набравшие наибольшее количество лайков, или же просто на наиболее часто повторяющиеся вопросы. Итак, первый вопрос задает Зария Эвора. Или Эвора. Я заранее прошу прощения, если я неправильно читаю ваш никнейм. «У меня аутизм?» – спрашивает Зария Эвора. «Я люблю одиночество, читать, смотреть кино, заниматься музыкой. Соседи на лавочке меня не интересуют. Друзей нет, но не потому, что я не хотела бы их иметь, а потому, что не совпадают интересы. Или хотят от меня того, что я им дать не могу. Родные далеко, да и там ни одной по-настоящему близкой души. Тем не менее, несмотря на все это, мне хорошо. Настолько, что страшно слышать о себе, что я, не стремясь к прокладыванию социальных связей, являюсь аутистом. Мы что, животные, что не в стадии не можем быть и считаться нормальными? А может быть, все с точностью наоборот?» Следующий вопрос я тоже сразу прочитаю, потому что он набрал 2000 лайков и, в принципе, про то же самое. Линда Грохн спрашивает. С возрастом многие люди уединяются. Надоедает ходить по гостям, хочется побыть одному, устаешь от переживаний за родственников, стараешься ни о ком и ни о чем плохом не думать. Я не считаю это болезнью. Отвечаю. Само по себе расстройство аутистического спектра характеризуется выраженным постоянным дефицитом в способности начать, поддерживать, устанавливать общение с другими людьми, социальную коммуникацию, а также должны присутствовать ограниченные специфические интересы и модели поведения, повторяющиеся паттерны поведения. Если у вас присутствует какой-либо один симптом или один признак, например, вы не любите общаться со своей мамой, или вы любите повторять какое-либо движение, например, вам нужно включить и выключить свет несколько раз, вам нужно протереть ручку двери от микробов тоже несколько раз, есть какая-то навязчивость в произнесении слов, то само по себе это расстройством аутистического спектра не является. Следующий вопрос задает его Ниточка-иголочка. Она пишет. Я полагаю, что это она. Да, не совсем поняла. Если спокойно жил всю жизнь и не было этого диагноза, он может просто появиться к старости? Может, это просто старческие изменения? И следующий комментарий. Голубь Аркадий спрашивает. Аутизм с рождения или его можно приобрести в процессе своей жизни? На эту же тему вопрос. Отвечаю. Старт расстройств аутистического спектра приходится на возраст до 3 лет. То есть первые признаки должны появиться или прямо с рождения ребенка, уже видно некоторые особенности, или в возрасте год, 2, 3, до 3 лет должны быть первые признаки. Все, что появилось позже вследствие органических травм, инфекции головного мозга, чего угодно, травматических событий, это не является расстройством аутистического спектра. Это что-то другое. Нужно идти к неврологу, к психиатру и разбираться. Могут быть старческие изменения, все что угодно. Но это не расстройство аутистического спектра. Следующий вопрос задает Барсик. Он спрашивает. Может ли быть несколько признаков при аутизме у взрослого? Не все. Отвечаю. При диагностике расстройства аутистического спектра производится оценка не только наличия тех или иных признаков, их количество, но также выраженность этих дефицитов, тяжесть, другими словами, этих нарушений. Поэтому мы здесь говорим не только о том, сколько признаков у вас соответствует из перечисленных видео, потому что оценка очень субъективна, и вы можете сказать, что да, у меня есть повторяющиеся движения, тогда как это, например, просто нервный тик, или вы очень сильно устали. То есть это у вас
присутствует нестабильно, это не сильно выражено, это не влечет за собой нарушение вашей коммуникации и нарушение социального взаимодействия. Следующий вопрос задает Юлия Лисица. Она спрашивает: скажите, пожалуйста, разве это норма, когда люди общаются намеками? Почему вообще нужно понимать чьи-то намеки? Это же очень энергозатратно и отнимает время. Почему человек не может сказать прямо? У тех, кто намекает постоянно, тоже какое-то расстройство, судя по всему. Следующий вопрос на эту же тему задает Дональд Дак Дак. А не надо намеков. Что за эзопов язык? Слов и фантазии не хватает для ясного выражения мысли? Знак вопроса. Давайте поговорим на эту тему немного более широко. Почему человеку сложно или даже невозможно говорить прямо? Почему сложно, например, прямо согласиться или прямо отказать в ответ на чью-то просьбу или предложение? Например, сказать: ты знаешь, я голодна, угостишь меня? Вот так прямо. Первая причина – это культурная норма. В нашей культуре зачастую не принято говорить прямо о своих потребностях. И это считается, что вы человек невежливый, иногда вас могут воспринять как человека жадного. Например, считается невежливым сказать: я голодная, буду признательна, если покормите. Но, придя в гости, можно сказать, и это будет считаться вежливым: как у вас вкусно пахнет. И если человек захочет среагировать, он вас угостит. Невежливо сказать: подвиньтесь, пожалуйста. Но вежливо сказать: не могли бы вы освободить мне рядом с вами место. Это более вежливая форма. Таким образом, прямые просьбы часто воспринимаются как проявление невоспитанности, грубости или жадности, или даже агрессии. Вторая причина, почему люди стараются не говорить прямо, это сложность восприятия отказа. Например, когда человек намекает, он как будто бы и не попросил. И если партнер по диалогу не поддержит предложение, то по сути как будто бы и не было отказа, потому что прямо-то я не попросил. Например, парень говорит девушке: пойдем гулять в парк. Она может сказать: нет, не пойду, ты мне вообще не нравишься. Да? Это сложно пережить среднестатистическому человеку. Но если парень скажет: боже, какая чудесная сегодня погода, как птички красиво поют в парке, и будет ждать, что девушка скажет: да, вот бы погулять, например, сегодня, то он мало чем рискует. Он не получит прямого отказа. Она может сказать: да, красиво поют птички, а я буду целый день учить уроки, например, или готовиться к лекции. Таким образом, он не получит отказа, что я не хочу с тобой идти гулять в парк. Ему это проще будет пережить. А следующая причина, почему люди не говорят прямо, это усвоенная с детства модель поведения. Например, девочка росла в семье, где мама обижающаяся, холодная, наказывающая игнорированием за прямую просьбу. К примеру, дочь просит: мама, я хочу новую юбку, купи мне, пожалуйста. На это мама закрывает дверь и молчит 2 недели, потому что с точки зрения мамы, мы сейчас не говорим правильный или неправильный, но с точки зрения мамы, дочь должна была догадаться, что у нее нет денег, и она воспринимает такую просьбу как грубость, как невежливость, как желание ее обидеть, причинить ей вред. И она наказывает свою дочь таким странным образом. Она молчит, обижается или кричит, унижает дочь. Тогда человек, выросший в подобных обстоятельствах, усваивает, что говорить прямо о своих потребностях – это опасно, это может повлечь за собой обиду другой стороны, агрессию с другой стороны, игнорирование.
В следующий раз, скорее всего, дочь не будет говорить прямо о своих потребностях. Она будет намекать, она будет говорить: ой, а вот у моей одноклассницы очень красивая юбка. Или: ой, мама, а ты знаешь, что бы мне очень хотелось получить на Новый год? Она не будет прямо говорить: мама, купи мне, пожалуйста, юбку, потому что риск получить тяжелые последствия слишком велик. И такая модель переносится на других людей, на общение с другими людьми. Следующий вопрос. Техносити пишет: скажу одно, это наиболее популярный комментарий под видео «Признаки аутизма у взрослых». Скажу одно, диагностика достигла таких успехов, что здоровых людей практически не осталось. Мы с вами сегодня в целом диагностику трогать не будем, это слишком большая тема. Мы рассмотрим ситуацию с расстройством аутистического спектра. Что происходит сейчас с диагностикой? Почему диагнозов становится больше, чем в недалеком прошлом во времена СССР? Раньше на 60% больше ставили умственную отсталость, чем сейчас. Сейчас на 60% чаще ставят аутизм и меньше ставят умственную отсталость. Видимо, врачи, психиатры стали лучше распознавать, что это не умственная отсталость, а это аутизм. И также есть данные о том, что шизофрении стали ставить меньше, а аутизма стали ставить больше. Видимо, тоже поменялись критерии, и то, что раньше в некоторых случаях считали шизофренией, теперь относят к расстройствам аутистического спектра. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии к понравившимся вам видео на канале. На наиболее популярные комментарии я отвечу в своих следующих видео под рубрикой «Ответы на вопросы». Всего вам доброго, пока!